Привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Ларри Лаффер и его очередные мокрые влажные мечты. Ну что, ребята, приятного просмотра, продолжаем. Итак, на лодку. Пай, может отправимся? Ну что ж, вроде совсем разобрались, можно отправляться в путь. Хотя, что еще? Я не знаю, как ориентироваться, мы потеряемся в море. Здешние воды плохо картографированы, у меня нет навигационных данных для этого района. Может, нам стоит поспрашивать в отеле, вдруг кто-то сможет нам помочь? Уже бегу. Я знаю, надо зайти к этому чуваку на ресепшн, возможно, он что-то знает, поэтому давайте отправляемся в отель. Нет ли у тебя карта архипелага? Не, мы здесь давно таких не держим. Вот облом, придется найти другой способ ориентироваться на местности. На этот случай у меня есть туристическое приложение, разработанное совместно с Контором. Если хочешь, могу установить его на твой iPhone. О, было бы здорово. Не хочу, чтобы эти пальцы ко мне прикасались. Уже лучше, готова к получению данных. Не успел прочитать диалог. Он быстро говорит. Получилось? Приложение установлено. Супер. Послушай, приятель, раз уж ты здесь, тут одна женщина оставила для тебя сообщение. В самом деле, она ждет тебя в номере. Отлично, но кто она? Она сказала, что ее зовут Фейт. Что? Фейт здесь? Я так и знал. А тебе не кажется странным, что она просто взяла и объявилась? Неважно, главное, что она здесь. Я иду к ней в номер. И Ларри поднимается в номер к Фейт. Странно. Мы должны же, по идее, ее искать. Как она так быстро появилась? Но это не Фейт, ребят. Что? Лампа разбилась? Нет, но я ждала тебя, Ларри. Люблю такие сюрпризы. Это лучшая ночь в моей жизни. Надевай наручники, Лаффер. Конечно, детка. Подожди-ка, у тебя какой-то странный голос. Фейт. Не придуривайся. Я не придуриваюсь, я такой, какой я есть. Пожалуй, пойду-ка я отсюда. И я не успел сбежать. Жесть, это что за фигня? Любишь связывание? Это не игра, Лаффер. Ну ладно, ну конечно же не игра, госпожа. Это БДСМ, ребят. Ты будешь молить меня остановиться? Конечно же. Тебе явно недомёк. Я не могу испугаться, если тебе так больше нравится, но мне почему-то кажется, что ты меня преследовала. Чувствуешь влечение ко мне? Это совершенно нормально. Насколько сильно нужно бояться? Вот так? Боюсь. Молчать! На чье правительство ты работаешь? Так. Я разрабатывал видеоигры. В смысле, ты играешь с другими людьми? Если ты подыграешь, то почему бы нет? Или ты что имела в виду? Я следила за тобой. Я знаю, что на что ты способен, и теперь я узнаю все твои тайны. Да, ты просто спроси, а мне еще продолжать бояться? Молчать! Где Фэт Лис? О, так вы знакомы? Я знаю, что она была директором Слив, и она кое-что очень заинтересована. Ну, это понятно. Ты снова юлишь? Я проходила пыточные курсы в 5 странах. И не раз занимала первое место в соревнованиях по шинкованию чего-то, а мое секретное оружие убивает наповал. И какое у тебя секретное оружие? Устрашающее. Стоп, не скажу. Очень жаль. Хватит сбивать меня с толку. Из какой-то группировки. Ни из какой. Я не против групповушки. Ни из какой, но я не против. Не придуривайся, я раскрыла тебя, агент Лаффер. Никогда я не видела такой стойкости, а ведь он должен трястись от страха. Что ты сделал с пайфоном Фейт, и ему было уже не помочь. Он хладнокровно уничтожил его. Почему-то без оружия. А ты пощупай меня хорошенько, и оружие, оно само найдется. Хватит! Через минуту я достану вилки для фондю. Обожаю фондю. Молчать! Нужно подумать. Пай, ты понимаешь, что вообще происходит? Да, но тебя, как всегда, это не дойдет. Совершенно никаких признаков страха. Наверняка он выдержал любые пытки.
Я в полной растерянности. Можешь говорить погромче, я еле слышу. Меня хватит, Ларри Лаффер. Почему ты не боишься? Ты привязан к кровати и находишься в безвыходном положении. Стоит тебе меня развязать, и мы отлично проведем время вместе. Невероятно, тебе абсолютно неведом страх. Это в мужчинах мне нравится. А мне нравятся женщины, которые меня не боятся. Могу себе представить. Я ни разу за карьеру не видел такого безупречного агента. В чем твой секрет? Чтобы понять, мне нужно сблизиться с тобой. На кровати предостаточно места. Блин, походу у Ларри повезло уже второй раз. Охренеть, это что за перемычка? Жесть. Детка. Так. Это был лучший секс со времен Бобби. Ты загадочный человек, Ларри. О, совсем нет, ты намного загадочнее, я не Мэй. У меня только один секрет, Ларри. Какой же? После обучения и генной терапии я не только смертоносное оружие, но и почти бессмертна. И лишь одно может меня только убить. УЗИ? Нет, вертолет КГБ. Мне это напророчил шаман из Северной Кореи, поэтому я выследила и уничтожила все вертолеты КГБ в мире. Очень странная информация, но интуиция подсказывает мне, что нужно еще что-то запомнить. Ларри, ты уже все? Других планов у тебя не было? Ну что ж, у меня есть кое-какие дела. Ну что, увидимся позже, наверное. Если Ларри освободится, правда, отсюда. Садомаза, блин, БДСМ, ё-моё. Конечно. Черт, я правда разболтала свою тайну. Ларри? Да, ты собираешься затаскивать в постель каждую встречную? Полегче, для меня это совершенно новый опыт. Обычно со мной такого не случается. Может, мне пора научиться брать себя в руки? Но у меня появилась первая поклонница, не скажем, такое бывает, пусть даже она страстноватая. И она очень страстная, я бы тебе сказала. Пай, может отправимся? Теперь мы сможем отправиться. Не вижу препятствий, если отбросить здравый смысл. Здравый смысл слишком переоценивают. Наконец-то я вернул свой плод. Теперь можно выяснить, жива ли еще Фейт. Но будет ли мне на чем? Да лезь ты уже на борт, поднимай парус, придурок! Ладно, ладно, ладно. А, вот она идет. Как всегда вовремя, я бы сказал. Штаб? Да, ты пытала Ларри? Сколько пальцев у него осталось? Пришли мне парочку. Я на днях хочу вернуть коллекцию пальцев Зурику. Пришлось мне все выбросить. А я так люблю пальцы. Да, если они еще и на ногах. А пока что я узнала немного. Он отправился на соседний остров, я посмотрю, что он там найдет. Почему он еще жив? С ним что-то не так, а нужно разобраться. Нужно навести справки о его жизни в Новом Лох-Вегасе, и он там должен был оставить след. Хорошо, я об этом позабочусь. И еще, наверное, слишком много о себе ему разболтала. Что? Его методы допроса лучше твоих? Может, мне его нанять для поисков Фейт? Нет, у меня все под контролем. Мне нужны результаты и пальцы. Я тебе так скажу. Они... осторожнее. Кто-то недружелюбный здесь водится. Да ладно, что с нами здесь может вообще произойти? Выглядит довольно уютно. У меня очень плохое предчувствие. О, привет, я Ларри. Ларри Лаффер. Это же мужик! Взять его! Ой, не так быстро, ой!
Пай, сделай что-нибудь! Я в кармане, дьявол, тебя раздери, что я могу для тебя сделать? Они утащили Ларри в хижину. Что это за женщины? Вид у них опасный. А лучше мне и дальше прятаться. Да они, походу, этой агентши ничего не сделают. Это грубовато. Впрочем, я не то чтобы жалуюсь. Все зависит от ситуации. Я в 21 веке зависит еще больше, чем раньше. Это курс чувствительности наконец-то принес свои плоды. Черт! Тихо! Я думаю... Короче, меня похитили амазонки, я на новом острове, новая локация, и надо продолжать, ребята, дальше. Так, привет, меня зовут Ларри Лаффер. Твое имя мне не имеет значения. Будь счастлив, твоя смерть не будет напрасной. Она принесет нам большую пользу. Мужчина. Не понял, Секис теперь будет у Ларри с этими амазонками, что ли? О, блин, а я ее знаю, ребят, это Фейт. Да ладно. Она у них там главная вожачка, что ли, я не пойму. Фейт, ты жива? Фейт, так меня звала светящаяся коробка. Возможно, раньше это было мое имя, но теперь это в прошлом. Но Фейт, не зови меня так. Здесь меня зовут Королева. Блин, ну и у нее самомнение, конечно, я скажу. Конечно же, ты королева Фейт. Ты ведешь себя покорно, это хорошо. Что это за место? Это наш остров, сюда не ступала нога мужчины. Да? Ни одному мужчине не удалось покинуть его. Здесь живет наше племя, отдельно от остального мира. А мы живем так, как хотим. Организованности, надо признаться, не хватает, но я над этим работаю. Кроме того, мы могли бы получше присматривать за заливом, Мэйви. По поводу этой шутки, это было просто недопонимание. Это шутка скородоска. От нее будет толк, если только будет все ею пользоваться. Но почему просто не решать все на словах? Мэйви, нужно идти в ногу со временем. Внедрив современную организационную структуру, мы будем более эффективны. Так что отмени встречи на сегодня, нужно разобраться с незваным гостем. У тебя нет встреч, моя королева? Как ты тут оказалась? Я всегда была здесь. Нет, не всегда, не всегда. Ты Фейт Лейс, бывший глава Слив Инкорпорейтед. И будущая мисс Лаффер. Ты можешь даже взять себе модное двойное имя. Фейт Лейс Лаффер. Звучит как название салата шеф-повара. Молчать! Я здесь королева, теперь и ты мне будешь подчиняться. Неважно, как я тут оказалась, теперь я здесь, и ты тоже, но ненадолго. Фейт, ты что, вообще ничего не понимаешь? Даже меня? Я никогда в жизни не видела... Червь. Я никогда в жизни не производил на женщину такого ужасного впечатления. Почему на острове только женщины? Потому что мужчины нам здесь не нужны. Разве что к ужину. Подожди-ка, может я что-то недопонимаю? Под ужином ты имеешь в виду? Мы едим мужчин. Ясно. Значит, я правильно понял. Но почему? Так велит священное писание. Я видел порванную книгу, ее ты имеешь в виду? В ней правила нашего племени. Она была здесь еще до меня. Вся деятельность племени построена на правилах из писания. Эта книга говорит нам, как обращаться с мужчинами. Жесть. Давай вернемся в Новый Лох-Вегас. Куда? В Новый Лох-Вегас, к прежней жизни. Все может стать, как было раньше. Ты даже можешь стать директором Слип. Есть только одно место, здесь, на этом острове, вместе с своими сестрами. Давай вернемся в Новый Лох-Вегас. Хватит! Запереть его в задней части. Но на этом не наросло еще мясо, придется его откармливать. И когда он достаточно пожрет, закатим пир. Фейт, подожди, вспомни, постарайся. Слив, Тимбер, взрыв в Кончитасе. Я думал, что потерял тебя и даже поставил за тебя свечку. Я думал, что останусь без тебя навсегда. Довольно, увести его. Вот так вот, блин. Она все прям помнит. Штаб, да, я обнаружила Фейт. Она жива?
Когда ты с ней вернешься, мне еще не удалось ее схватить. И есть одна проблема. Но... Похоже, Фейт потеряла память. Что? Как? Не знаю, но она теперь себя считает королевой племени людоедок. Ох, подожди. Мне казалось, я говорил... так, на чем остановились королева племени людоедок? Именно. И не помнит, кто она такая, значит, не вспомнит, где найти алгоритм. Тащить ее сюда смысла нет. Им даже не удалось справиться с суперагентом Ларри. Что думаешь предпринять? Продолжу наблюдение. Я подозреваю, что Ларри уже придумал гениальный план, как сбежать и вернуть Фейт память. Эй, слезай оттуда, это секс-качели! Без секса не качаться! Впрочем, можешь не лезть, я закончу через минуту, детка. Правильно, Мэй, продолжай наблюдение. Наблюдать — это хорошо. Я должен найти что-то... Когда-нибудь я все-таки брошу эту работу по секретного агента-фрилансера и найду что-нибудь поспокойнее. Выйдешь на пенсию, вот что ты найдешь поспокойней. Проклятие, людоедки конфисковали мои вещи. Но они не все смогли найти. Пай, да, Ларри. Тюрьма в Новом Лох-Вегасе была поуютнее? Тебя только это беспокоит? Да и не только. Я бы удивилась, если бы ты не начинал думать, но почему? Мне то, что... Ах, удивительно современный вопрос, Ларри. Однако, что ты собираешься предпринять насчет Фейт? Ну, это легко. Сбежим отсюда, вернем ей память, и, наконец, я займусь с ней диким сексом. Что это? Белые одежды, золотое ожерелье. Сэр, вы случайно не извращенец ли? Меня зовут Свингл, сэр. Думаю, я такой же, как и вы, сэр, извращенец. Ох, твою ж, от часу не легче. Я никакой не извращенец, у меня просто необычный вкус. Ну, конечно же, сэр, я тоже говорил, когда меня арестовывают так. Ладно. Что за водолазный костюм? Да, отличная шутка для ныряния. В любые жидкости. И моется легко, сэр. Фу. Как ты тут оказался? Я прибыл на Калау'а, потому что слышал, что здесь есть место, где можно удовлетворить даже самые необычные желания. Пещера космического познания. Я люблю пещеры, сэр. Звучит очень интересно. К сожалению, местонахождение пещеры остается загадкой. Это миф этого архипелага. Считает, что, войдя в эту пещеру, человек познает себя глубже. И что это может быть, если множественные оргазмы и множественное удовольствие? Господи, ты нашел ее? Нет, но это не суть. Пещеру нельзя пройти просто так, нужен ключ-камень. Много столетий тому назад забросали эти фрагменты по 4 ветрам. Слышал об этом, Ларри? Это может быть интересно. Что? Я как-то ушел в свои мысли после необычных желаний. Поэтому предпочел узнать, какие удовольствия можно предложить Калау'а и другие острова, и как так оказались здесь. Дамы обещали кормить меня, чтобы из меня получить праздничное блюдо. Про меня тоже так сказали. Сказали, откормят до праздников, а потом тебе хана, чувак, тебе крышка. Откуда взялись эти людоедки? Не знаю, сэр. Это очень целеустремленные дамы. Если обратить внимание на оформление, становится ясно, что прибыли они не на корабле. Да это понятно. Можешь не добавлять, сэр, просто Ларри. Приятно познакомиться, господин Ларри. Хотя обстоятельства могли бы быть более воодушевляющими. А можешь звать меня просто Ларри. О, сэр, никогда даже не подумал бы о таком. Даже если бы отношения между нами стали намного ближе. Фу, блин, извращенец. Ладно, все это как-то странно. Только это тебе кажется странным? А все, что произошло до сих пор? А ты, значит, не считаешь племя лесбиянок-людоедок нормальными? Это тебе нужен курс социальной чувствительности. А было бы лучше, если бы ты начал искать способ выбраться отсюда.
Ну, проклятие, людоедки конфисковали все мои вещи, но они не все могли найти. Хе-хе-хе. Я думаю, надо немного осмотреться, ребят. Так, это что такое? Блок предохранителей. Заперто. Отлично. Так, это что за кнопка? Тут требуется электричество. Так, электричества нету. Ремень. Интересно, что будет, если я потяну? Скелетон. Кстати, у Ах, вот что будет. У скелетона, кстати, вижу ключ. И его можно взять. Отлично. Интересно, а для чего это? Отделение ручной клади. О, стетоскоп, ребята, найден. Возьму его с собой. Хоть никто не подумал, что я здесь врач. Ладно, понятно. Ну, я, в принципе, в белом. Стетоскоп, как у врача. Но стетоскоп мне пригодится, ребята, немного в другом. Сюда стетоскоп. С помощью его я мог кое-что услышать. Давай, Ларри, подслушиваем. Там две людоедки несут караульную службу. Но это просто такой этап. Я думаю, мы все через это проходим. Это пройдет. Но мне любопытно. Тебя как интересует в мужчинах? Они бесполезны. Я ни одного не видела голым. Его? Ну, это ты видела. Ну, то есть я видела только обугленные. Лучше сосредоточиться на работе, иначе королева снова разозлится. Твоя правда. И не забудь отметиться на струн-доске после смены. Не забуду. До встречи. Интересно. То есть они еще озабоченные, получается, вот эти амазонки. Теперь я хочу использовать ключ. Открываем блок предохранителей. Идеально подходит. Теперь кнопка предохранителя. Надо попробовать. Фига. Так, теперь рука скелета. Третья рука никогда не помешает. Отлично. Теперь у меня есть идея, как использовать эту руку. Надо ее применить. Мысли не стоит. Не лучшее сочетание. А если вот так? Нет, рука должна... Стоп, погоди. А если мы руку используем вот сюда, на переключатель? Недостаточно. Нет ничего. То есть, короче, она подходит. Все, я понял. Все, мы этого извращенца подняли немножечко повыше. Итак, я все-таки думаю, надо прибегнуть к помощи извращенца. Так, как насчет пещеры? Эй, мне нужна твоя помощь. К сожалению, сэр, я не дотягиваюсь до ваших этих штанов. Я не это имел в виду, придурок. Можешь дотянуться до вот этой фигни? О, господин Ларри, ударом током, как извращенно. А я поначалу думал, что с вами скучно. Мне прикрепить концы кабеля к соскам? Просто держи его. Ну ладно. Сейчас, походу, короче, это... ему будет больно. Кнопка. Надо попробовать. Ну, ток пошел. Он идет. Ага, еще один обрыв получается. Это я коснусь, возможно, могу обойтись без кабеля, но мои руки... Понятно. Дверь. Эй, не могла бы подойти сюда? Чего тебе? Можно мне поесть что-нибудь? Тебя покормят, когда я скажу. Ну я голоден. Это мне решать. Вот облом, а вот я всегда приношу поесть, когда кто-то голоден. Каково это быть людоедкой? Что конкретно хочешь знать? Чем вы занимаетесь целыми днями? Королева не разрешает говорить об этом с незнакомцами. Но если честно, все это изматывает. С тех пор, когда королева взяла организацию, у нас постоянно эти спринты. Я тоже ненавижу спринт, все должно быть гибким. Ваши девочки выглядят довольно гибкими. Да нет, я про скром. Срам? Да нет же, это система... Давай сменим тему. Меня очень утомляют разговоры о работе. Найди работу! Мужчина, вы все равно не справитесь с этой работой.
О, какая работа? Что значит? Я слышал, ты хочешь увидеть голова еще не поджаренного мужчину. Ну, у нас тут такое редко бывает. А если бывает, то недолго. Это легко исправить. Скажи, а ты обычный мужчина? Ты про вкусы или внешность? Я про тело. Все мое при мне, если ты имеешь это в виду. Ладно, показывай. Вот прямо так сразу? Смена почти закончилась. Давай. Вот, смотри. Ну, он хотя бы не обуглен, но все равно сморщенный. Он сейчас спит. А тогда лучше пусть и дальше спит. О, потрогай его и увидишь, что произойдет. Ты не пожалеешь. Не встряхивай, впрочем... Ну, я уже увидела, что хотела. Спасибо. Всегда рад помочь, особенно если за это не засудят. Это... А вот теперь я правда хочу, кстати, поесть. Время кормления теперь еще не пришло. Ну, раз уж ты показал мне свои штучки, я покажу тебе свои. В самом деле? Одну минуту. Это и правда выглядит очень аппетитно. Уж точно намного аппетитнее, чем остальное. Что бы мы ни делали с этим малышом, как не набирает вес. Может, нужно просто побольше... Мои биолитические жидкости всегда работают на полную, сударыня. Да уж. Все, она ушла, что ли? Я не понял. Ну и на этом серия у нас, ребята, подошла к концу. Мы с вами увидимся уже в следующей серии. Всем пока!